Счастье, счастье, счастье запускаем. В 23-й год запускаем счастье. И поймаем его не за хвостик, вот за перышко. Поймаем его вот так. Крепко за него возьмемся, за это счастье, и будем нести его на пьедестале в течение всего года. Вот такое запускаем счастье, мои любимые стрельцы. Присмотрись, прислушайся и зацепись за позитив. Не сильно, не крепко, нежно и мягко. За позитив. 23-й год. Кто услышал? Итак, мои хорошие, год начинается с ретроградности Меркурия в Козероге. Заканчивается год с ретроградности Меркурия в Козероге. Почему именно начинаю смотреть 23-й год для вас с этого транзита? Почему? Ну, как правило, смотрим, где твой управитель. Но мы с вами начнем именно с Меркурия, который начинается в ретрограде в Козероге и заканчивает год этим же транзитом. Ретроградность в Козероге. И сразу обращаем внимание на то, что информативно год будет очень качественный. Первое. Второе. Год будет, где ты должен следовать своему слову, не нарушая никакие словом сказанные действия. Если ты пообещал, ты должен выполнить. Если ты договорился в определенное время, ты должен это сделать. Для стрельцов это очень и очень важно. Собрать это все в кучу и пронести этот транзит в течение всего года вот таким образом. Ты себе что-то обещаешь, ты себе что-то говоришь, и ты этому действуешь, придерживаешься этого, но держась за позитив. Вот такая связка для вас идет в этом году. У вас большие будут ментальные изменения. Очень многих стрельцов вот такое слово отпустит. Отпустит напряжение, отпустит усталость, отпустит разочарование, отпустит полоса, которая как будто бы следовали неудача, невезение, ход событий нарушался. Вот какая-то такая шла полоса. И теперь мы с вами потихоньку подходим к вашему Юпитеру. Почему такое происходит? Заканчивается этот период, и эта страница переворачивается, потому что ваш Юпитер, ваш управитель, ваш мудрец, гуру, мастер. Мудрец, не опыт. Опыт – это Сатурн, о котором мы тоже с вами поговорим. Мудрец заходит в знак зодиака Овен, в первый знак. То есть он сделал 12-летний цикл, прошел. И, конечно же, заходя, делая транзит в знак зодиака Овен, это новое появление здесь Юпитера. Он пришел к первым знакам, а это ваш управитель. Зашел в огненную такую же стихию. Пошел туда, где дети, к своим детям пошел. Потому что для Юпитера 12-летний цикл прошел, он заходит опять в новое, в детские души. И, конечно, стрельцы, вы будете это очень хорошо чувствовать. Но для того, чтобы это чувствовать, нужно держаться за позитив. Не схватиться, не
удержаться, ничего не делая силой, нежно прикоснуться вот к этому своему управителю, к Юпитеру, к счастью, к этому, к позитиву. Присмотреться, это просто ваша такая цель, присмотреться, прислушаться, зацепиться за позитив, мягко и нежно. Итак, Юпитер откроет дверь для вас и запускает вас, откроет дверь без ключей, без замков, без каких-то требований, без каких-то договоренностей. Открывает в дверь в мир счастья и позитива. По-другому философии жизни, по-другому не может Юпитер. Он открывает вам эту дверь, запускает, но идти вы будете сами. Кто как понимает, кто что услышал, кто как схватил. Но Юпитер этот шанс вам дает, он делает, потому что он находится в знаке зодиака, в первом знаке, закончил уже этот цикл. Он открыл другую дверь, все, та дверь закрыта, все, что там, оно закрыто. Если были какие-то неудачи, если были какие-то разочарования, если были какие-то болезни, если были какие-то проблемы, дверь туда закрылась. И Юпитер открывает совершенно другую светлую дверь, впускает, но дальше ты идешь сам. Следующее, что делает, и транзитом будет проходить по сектору, где радость, удовольствие, счастье, романтика, влюбленность, пополнение, развлечение, путешествие. Вот куда отправляет, вот по какому сектору пойдет у вас Юпитер. Те, кто не в паре, много будет влюбленности, романтики, выбора будет много, встреч интересных будет много. Те, кто хочет с учебой, удачно выбираете курс, которым вы идете, удачно выбираете направление, которым вы хотите заниматься, удачно сдаете экзамены, удачно проходите какую-то практику. Те, кто хочет стать родителями, удачный момент для этого. В течение всего года Юпитер будет способствовать этому. Но ты должен идти сам, держась за вот этот позитив, нежно, мягко, но за него держась, ориентир на позитив. Как только чуть-чуть мысли, а мысли будут, еще раз говорю, очень качественными, потому что начинается и заканчивается ретроградным Меркурием в Козероге. Ретроградный Меркурий – это самый сильный Меркурий, это самые сильные мысли, которые ты проходишь несколько раз, ты их обрабатываешь и делаешь выводы. Дальше что? Сейчас про узлы я вам скажу. Дальше Сатурн. Сатурн покидает знак Водолеев, там, где он находился у себя дома, делает транзит в знак зодиака Рыбы и покидает Водолеев на 30 лет, на 29,5 лет. О чем это говорит? Он вышел из своего дома, Сатурн пойдет и не так уже будет на нас, на всех, а в том числе на стрельцов давить, загонять в рамки. Не могут абсолютно. Стрельцы, огненные стрельцы, а ваша стихия – это огонь. Огонь не может быть вот в таком помещении. Он не может быть ни в каких правилах, ни в каких рамках. Огонь ищет, где ему, как ему, откуда-то что-то. И, конечно, вот эти ограничения, которые создавал Сатурн, находясь у себя дома, он вырывается, уходит туда, в знак зодиака водный. Это будет отдельное видео по знакам, как себя будет вести Сатурн, находясь в Рыбках. Транзит для вас, этот транзит будет по сектору дома, личного дома.
Что здесь, какие у вас происходят? Это даже не ограничения, а какие-то правила, которые у вас соблюдались в доме. Это очень плотный, тесный контакт со своими близкими. Как-то не так далеко уезжают близкие, разъезжаются, что вы не общаетесь, не видитесь, не существует конфликтов. Есть какие-то определенные правила в своей семье. Правила общения со своими родителями, правила общения со своими братьями, сестрами, правила общения со своими детьми, в своей семье, свои традиции, свои праздники, которых вы будете в течение этого времени придерживаться. Возможно, наоборот, те, кто живут далеко, как-то вы сплотитесь и поближе будете друг возле друга. Или почаще, порегулярнее. Видеться друг с другом, общаться друг с другом, отмечать какие-то праздники вместе. Собирается вокруг вас собирается семья. Это сделает Сатурн. Он прибьет к берегу, как говорится. Если где-то кто-то далеко от вас учился, кто-то, может быть, уехал в другую страну, учился, так-то собирается семья, вы поближе и почаще будете иметь возможность собираться и общаться. Плутон. Плутон еще один гигант, который находился в таком же гиганте, как Козерог. Стоял там много лет, тоже делает транзит. Конечно, вот эти все движения, Юпитер делает транзит, и куда? После 12-летнего цикла Юпитер ваш делает транзит, Сатурн делает, то есть все такие тяжеловесы делает транзит, Плутон делает транзит. Тяжеловесы, которые задавали свои правила жизненные, и эти правила очень сильно продвигали, давили. Эти все тяжеловесы, они делают транзит. А всегда, когда планета делает транзит в другой знак, до 11 градуса она всегда делает очень позитивные преобразования. И после 21 градуса, выходя туда, тоже делает позитивные. Самые сильные градусы, которые делают большие разрушения, изменения, это всегда в средних градусах. Поэтому и Плутон делает транзит, и Сатурн делает транзит, и заходит он в первые градусы. Это всегда на созидание. Это всегда на возрождение, это всегда на позитивные изменения. Плутон тоже делает транзит и заходит в знак зодиака Водолей. И, конечно же, Плутон только что стоял под управлением Сатурна, то есть в Козероге, где управляет Сатурн. То есть такой достойный ему был соперник. Было с кем соперника такого достойного себе иметь. И заходит к Водолеям, где два достойнейших соперника. Это Сатурн и Уран. И Сатурн, и Уран не находятся в Водолее. Уран находится в Тельце. Сатурн делает транзит к рыбкам, но Плутон туда заходит. И для вас это такие мощные, особенно на первых градусах. А эти первые градусы будут 10 лет идти. Долго идут, потому что очень медленная планета. Поэтому долгое вот такое нахождение Плутона сделает трансформацию. Если у вас был дом, ваше жилище, так скажем, для вас стало маленькое, или для вас стало уже возраст какой-то такой определенный, вы захотите либо новый построить, либо новый купить. Это делает Плутон, он делает такую трансформацию. Ты что-то хочешь изменить, и всегда это идет на созидание, всегда это идет в плюс. Если ваши отношения, в которых вы были, ваши отношения, которые вас зашли в тупик, и эти отношения вас разрушали, они разрушатся. Настолько сойдут на нет, причем безболезненно, потому что обе стороны готовы к тому, чтобы сойти на нет. Просто не было какого-то такого общего решения. Тоже может Плутон здесь сделать. Либо наоборот. У вас развивались как-то отношения, но не получалось. Вы в разных странах, вы в разных городах. Либо как-то вы были очень заняты, вы не могли посвятить какое-то определенное время себе, потому что учеба, карьера или рождение детей. Как-то здесь, вот на этом аспекте, вы настолько сплотились, вы преобразовали свое жилье,
вы дали себе время для отдыха, у вас какие-то новые гормональные всплески, такого очень сексуального характера, вас тянет друг к другу, какое-то новое возрождение чувств. Либо возникают новые пары, которые именно на чувствах, на любви замешаны, не на карьере, не на взаимовыгодном каком-то взаимодействии, у кого-то для документов, у кого-то для подняться финансово, у кого-то подняться для... Это именно на чувствах замешано. Вот такой чудесный транзит будет Плутона, о котором тоже сделаю, конечно же, отдельное видео. А дальше что еще? 1 июля Меркурий будет на прямом движении. Начинается он с ретроградного, заканчивается ретроградным в середине на прямом движении, когда будет Меркурий, будет находиться во Льве, в огне. Какой Меркурий в огне? Яркий, острый, громкогласный. Я расскажу, я обучу вас, я представлю какую-нибудь компанию, я себя представляю, я на трибуне, я вот такой Меркурий. И вот этот вот Меркурий во Льве сделает роскошный секстиль к вашему Юпитеру. Вот здесь вы можете о себе заявить. Вот здесь можно дело свое какое-то открыть, здесь можно экзамен сдавать, диссертацию защищать, здесь можно открывать какую-то свою платформу, о себе заявлять, продвигать свой продукт, давать этому продукту рекламу, давать себе рекламу, презентовать себя, говорить о себе. Большой, огромный поток информации получать. Здесь настолько интенсивные получаешь знания и выдаешь информацию, которую ты собрал, и знания, которые у тебя собрались, ты настолько это все качественно продаешь, передаешь, презентуешь, очень сильный. Ты заметный, ты видный, ты значимый, очень сильный аспект именно к вашему Юпитер делает с Меркурием. 11 апреля, когда Юпитер будет находиться в Овне, сделает с солнышком, которое тоже находится в Овне, сделает соединение. Солнце – это огонь, в Овне – это огонь, Юпитер – это огонь. 11 апреля. Тоже великолепное, чудесное соединение. Это когда планеты между собой дружат. И если одна планета говорит, я тебе двери открываю, а другая планета говорит, спасибо, берет ее за руку, говорит, спасибо, я держусь за твою руку, я иду в тот мир, куда ты мне открываешь. Если одна планета говорит, я тебе показываю пример, как можно сделать, другая планета говорит, ты мне протягиваешь руку помощи, я с удовольствием схвачусь за эту, я услышу эту руку помощи, я услышу эту подсказку, я за нее ухвачусь, и я ее начну применять. То есть планеты, когда между собой они соединяются, они взаимодействуют. И вот это чудесное, конечно, этот аспект чудесный, который соединяется Юпитер, соединяется с Солнцем. И все это в Овне. Это какое-то возрождение, это начало. Причем такое позитивное возрождение, даже, знаете, ну вот если говорить на своем таком рутинном масштабе своей жизненной, это ты выбираешься из какой-то, ты победу одерживаешь над самим собой, ты выбираешься из какой-то проблемы, ты выбираешься из какого-то заболевания, из какой-то зависимости. Вот как будто, знаете, росточек, вот он только зернышко посеялось, и вот оно, солнца много, огня много, тепло много, мудрости, потому что Юпитер. И это солнце, оно дает всход этому всему. Если это смотреть немножко на глобальном, то мы тоже с вами услышим, кто-то от чего-то вот возрождается, что-то новое. Наконец-то возрождается мир. Вот на таком очень чудесном аспекте, и чтобы это только так и проявилось. Дальше что еще, мои хорошие? Кто-то захочет в течение всего года, стрельцы захотят стать коллекционерами. Не очень свойственно в этом знаке
коллекционирования, но тем не менее, как-то вот именно на прохождении вот такого Юпитера новое, что-то возрождается, какие-то новые, кто-то начнет шить, кто-то начнет заниматься, кстати, может быть, кто-то захочет заниматься астрологией, нумерологией, кто-то захочет разводить животных, кто-то захочет разводить цветы, ну вот что-то ты, как будто ты что-то зарождаешь, вот таким образом выстраивается для вас этот год. И начинает коллекционирование. Это могут быть, коллекционируешь, вот разводишь цветы, какие-то, может быть, кто-то специфические статуэтки, кто-то клоунов маленьких собирает, кто-то колокольчики, куколок, кто-то марки, кто-то машинки маленькие, кто-то лягушечки, бутылки. Вот кто что, какое-то такое коллекционирование тебе самому. Причем ты можешь на прохождении вот такого вот в начальной стадии Юпитера, когда он вот у своих детей, ты хочешь это сам все даже производить и делать. Ты хочешь сам начать что-то делать. И это будет пополняться твоей коллекцией из твоих собственных рук. Вот такой вот очень интересный будет аспект. Ну и скажу еще вам про узлы. Это северный узел, который зайдет к вам. И северный узел это Раху, это голова дракона. И есть Кету, хвост дракона. Так вот, голова дракона заходит именно к вам. В каком виде, в каком секторе это появляется? Это в секторе, где происходит много радостных событий просто от самой жизни. Просто от рутинной самой жизни вы получаете радость. Вот в такой сектор, это вот голова дракона, вот этот северный, это кармический узел, где хочется наполняться, насыщаться радостью просто от самой жизни. Это прибыль от друзей, от знакомых, от обстоятельств. Прибыль приходит. Вот просто друг с вами поделился. Какие-то знакомые переезжают, уезжают, оставляют вам, например, следить за своей недвижимостью, но вам в плюс. Вы следите и имеете доход от этой недвижимости. То есть каким-то образом вот такое радостное событие. Пополнение, прибыль от друзей, от знакомых, поездки, путешествия, отдых, развлечения, романы, радости. Вот такое кармическое. Так играет кармический узел в 23 году для вас. Вот так хочет, и вот голова дракона вот это все хочет получать. И пока она полностью это все не получит, а это будет в течение 18 месяцев, потом, когда ты этим всем насытишься, оно начнет уже не иметь такую ценность, оно пойдет на другое. Но вот пока это вот в такой северный узел таким образом будет на вас работать. Ну что, мои хорошие, присмотреться, прислушаться, зацепиться за позитив мягко и нежно. А Юпитер открывает вам, закрывает одну дверь 12-летнего цикла. Эта дверь закрывается и открывает дверь. Какую открывает дверь? В радость, в удовольствие, в счастье, в наслаждение. Запускает туда, но дальше ты идешь только сам. Вот такой 23-й год для вас. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье туда. Все, кто со мной, несмотря ни на что, будет уверенным, счастливым, спокойным, будет наслаждаться жизнью, несмотря ни на что. И будет обязательно в любви. Ну а слышу такие слова, вижу Розану, ставлю, конечно же, счастливый лайк 23-го года. Спасибо за поддержку, спасибо за просмотры, за лайки. Обнимаю вас.